Перед началом два объявления. Если вас тормозит YouTube, в описании ссылка, там описаны способы, как его ускорить. А если вы в Израиле, то у нас тут 7 января будет наш спектакль про Россию 2000-х и встреча со мной. Внизу ссылка на билеты. Начинаем. Спустя 2 дня после крушения самолета азербайджанских авиалиний в казахстанском Актау ситуация в целом стала проясняться. Мы вчера старались говорить очень аккуратно, но сегодня у нас иные вводные. Не возникло ни единого независимого эксперта, который бы как-то поддержал версию о столкновении с птицами или взрывом кислородного баллона на борту. Военные эксперты, в первую очередь Руслан Левиев, экспертизой которого мы постоянно пользуемся, в явном виде говорят о повреждениях на фюзеляже самолета. Это следы поражающих элементов зенитной ракеты. А парламент Азербайджана говорит о воздействии на самолет извне и требует извинений от российской стороны. В общем, сегодня уже можно однозначно сказать, самолет стал жертвой случайной атаки сил ПВО, которые перепутали его с одним из дронов, атаковавших Грозный в тот день. Относительно прояснилась и техническая часть вопроса. Можно предположить, что именно случилось с самолетом и почему экипаж действовал так, а не иначе. Из того, что плюс-минус понятно на данный момент, картина складывается примерно следующая. Экипаж частично или полностью потерял гидросистему в результате внешней атаки и запросил вынужденную посадку. Не получив разрешения ни в Грозном, ни в Махачкале, самолет был вынужден отправиться через Каспийское море в казахстанский Актау. На этом месте требуется немного теории. Управление крупными авиалайнерами, в отличие от легкомоторных самолетов типа Цесны, осуществляется не напрямую через тросовые тяги, а через несколько гидравлических систем, проходящих сквозь весь самолет. Если приводить примитивное сравнение, можно сказать, что управляющие поверхности воздушного судна, элероны на крыльях, рули высоты и направления на хвосте приводятся в движение так же, как тормоза в вашем автомобиле, через трубки, в которых под давлением находится гидравлическая жидкость. Если самолет теряет все гидросистемы, это приводит к 2 возможным исходам. На самолетах типа Boeing 737 управление штурвалом и педалями сохраняется через тросовые тяги, но становится чрезвычайно трудным физически. Любой поворот штурвала, любое движение штурвалом и педалями нужно совершать изо всех сил. Если управление осуществляется по проводам, как, например, в Airbus или Embraer, если никакой физической связи между органами управления и аэродинамическими поверхностями нет, то такой самолет после утраты гидросистем вести невозможно. Насколько можно понять, экипаж азербайджанской авиакомпании оказался ровно в такой ситуации. Были повреждены все 3 гидросистемы самолета, и управление штурвалом стало невозможным. Патовая ли эта ситуация на самолете такого типа? В принципе, да. Если гидросистема повреждена, в ней нет давления, то самолет становится полностью неуправляемым. Для самолетов, как этот Embraer или как все современные Боинги и Airbus, у которых двигатели расположены под крыльями, для таких самолетов остается только один способ управления – через разнотяг двигателей. Расположенный под крылом двигатель при увеличении тяги создает кабрирующий момент, то есть поднимает крыло, а при уменьшении тяги – пикирующий, то есть крыло опускает. Изменяя тягу на разных двигателях, можно управлять самолетом по крену, заставляя его поворачивать влево или вправо. А изменяя тягу синхронно на 2 двигателях, можно управлять им по тангажу, заставляя поднимать или опускать нос. Пока все похоже на то, что ситуация именно такова. Это видно из сообщений выживших, и это видно из траектории полета самолета по данным флайт-радара. У самолета резко менялись высоты, экипажу явно было непросто выдерживать направление. Это все говорит в пользу версии о потере гидравлики и попытках управлять самолетом посредством разнотяга двигателей. Это чрезвычайно сложная техника, требующая серьезной подготовки экипажа. Но не исключительная. Более или менее удачные посадки при полной потере гидросистем только на разнотяге истории известны. Самый удачный случай – посадка Airbus A300 в Багдаде после поражения комплексом «Стрела-3» сразу после взлета. Экипаж смог набрать высоту, сделать круг и, оставшись только с разнотягом двигателей, удачно приземлиться. У тех, кто не до такой степени увлечен гражданской авиацией, может возникнуть закономерный вопрос – почему они не попытались выполнить приводнение в море? Не зря же в стандартный предполетный инструктаж всегда входит инструкция на случай приводнения, а под каждым креслом лежит спасательный жилет.
Посадка в тумане, на кукурузное поле, на любую твердую, хоть сколько-то ровную поверхность, что угодно лучше, чем потенциальное приводнение в море. Да, в истории гражданской авиации есть случаи успешной посадки на воду. Все помнят посадку А-320 на Гудзоне в 2009 году, которая сделала звездами весь экипаж и была экранизирована в голливудском фильме с Томом Хэнксом. Но то была посадка на реку, а не на море. Посадка со вставшими двигателями, а не с утратой всего управления. Самолет оставался полностью контролируемым. Успешных же посадок на море без разрушения воздушного судна и с полной выживаемостью пассажиров в истории гражданской авиации пока еще не бывало. А управляя самолетом путем разнотяга, на воду вообще никто не садился в принципе. Сейчас быстро прервемся на рекламу, посмотрите, пожалуйста, и продолжим. YouTube в России продолжают пытаться блокировать. Сначала сервис начали активно замедлять, а совсем недавно, 18 декабря, трафик за день упал где-то на 20%. Такое падение показывает не только масштаб блокировок, но и что пользователи из России массово переходят на VPN, и потому не учитываются в статистике. Ведь хороший VPN-сервис позволяет смотреть YouTube без долгой загрузки и в хорошем качестве, вопреки всем блокировкам. К таким VPN относится и Blank VPN. У него стабильно высокие рейтинги, например, на сайте Роскомсвободы. Что означает, этот VPN отвечает всем стандартам безопасности и не собирает логи пользователей. Сервис не боится блокировок благодаря использованию 4 протоколов. Высокоскоростные сервера расположены по всему миру. Вы без задержек сможете смотреть в самом высоком качестве как ролики на YouTube, так и сериалы на стриминговых платформах. Работает этот сервис уже 6 лет и зарекомендовал себя как надежный VPN. Трафик пользователей и количество подключаемых устройств не ограничены. Вы можете делиться VPN с близкими, подключить его на все устройства и даже на роутер и смарт-ТВ. А если возникнут какие-то вопросы по подключению, дружелюбная команда поддержки ответит в любое время суток. Blank VPN можно оплатить любой картой, российской или иностранной. Можно и в криптовалюте. Для новых пользователей Blank VPN дарит скидку в 58% на годовую подписку по промокоду КАЦ. Есть также возможность попробовать сервис в течение 30 дней с гарантией легкого возврата денежных средств. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом и подключайтесь к Blank VPN. Из самых очевидных последствий, которые уже начали происходить, в первую очередь мы увидим ограничение полетов иностранных авиакомпаний в Россию и над Россией. Разные авиакомпании в разных странах будут по-разному оценивать риски. Кто-то полностью приостановит полеты, как израильская Эль-Аль, кто-то их ограничит. Но нет варианта, при котором мировая авиаотрасль никак не отреагирует на то, что у нас тут самолеты сбивают. Так устроена гражданская авиация. Риск, что какие-то местные ПВОшники перепутают самолет с дроном, совершенно неприемлемый. Значит, будут приняты решения. Значит, и без того сильно поредевший список стран, чьи самолеты летают в Россию, после начала войны сократится еще сильнее. Если в прошлый раз мы предполагали, то сейчас можем сказать определенно. В своем последовательном идиотизме российское руководство в очередной раз доигралось. В очередной раз оказалось, что страна – это не игрушка. Что Россия – это настоящее государственное образование, где живут люди, летают самолеты, есть нагруженное воздушное пространство. Где пулять в небо – это не шутки. Где нужно нести ответственность за безопасность воздушного пространства. В очередной раз выясняется, кто бы что ни думал, но война – это не веселая движуха в телевизоре. Война – это занятие, в котором гибнут люди. Гибнут на фронте, гибнут в тылу. Гибнут причастные к войне напрямую и вовсе к ней не причастные. Война производит сплошной убыток и риски. Очень скоро мы увидим предварительный отчет о расследовании. И мы уже понимаем, что он покажет. Что шрапнель от взрыва зенитной ракеты повредила гидросистему самолета. Что выдающийся экипаж до последнего боролся за выживаемость судна и спас 29 человек. Российская сторона, как всегда, будет все отрицать. Будет врать в лицо фактам. А тем временем всем авиакомпаниям, которые еще летают в Россию, придется взвешивать риски. Насколько они готовы делить небо с дронами и зенитными ракетами. Точно будут авиакомпании и регулирующие государственные органы, которые скажут: единственный способ обеспечить достаточный уровень безопасности судна, экипажа и пассажиров – это отсутствие полетов в Россию и над Россией. В начале войны в Россию перестали летать авиакомпании вследствие санкций.
теперь перестанут вследствие того, что заигравшиеся идиоты в Кремле не могут обеспечить требуемый уровень безопасности. Россия становится страной, над которой нет-нет да сбивают гражданские борты. Надо было очень постараться, чтобы достичь такого статуса. Особенно учитывая, что когда-то крупные российские авиакомпании входили в ведущие мировые альянсы. Когда-то существовал рейс Москва-Нью-Йорк, Москва-Лос-Анджелес. Сегодня же о приостановке рейсов объявила и казахстанская авиакомпания. И для кого-то все это шутки, смехуёчки и сплошное развлекалово. Кому-то кажется, что современная страна, которая не только несет ответственность перед своими гражданами, но и которая является важным транспортным узлом для всего мира, может развязывать войны чисто ради того, чтобы пожилому человеку было не скучно жить. Были в нашей истории правительства кровавые, были безумные. Нельзя сказать, что в истории российского государства было прямо уж много разумных и компетентных правительств. Но никогда, пожалуй, не было настолько безответственных, которые настолько бы не считали ценностью базовые обязанности государства, в которых на старте было бы столько базовых преимуществ, куча денег от продажи энергоносителей, чрезвычайно удачное транзитное положение, и которые бы с таким азартом продалбывали бы все. Могли бы мы себе представить в 2013 году, когда самолеты каждый день летали между Москвой и Киевом, что в результате решения одного человека воздушное пространство обеих стран станет зоной типа Афганистана? Над Украиной летать вообще нельзя, над Россией на свой страх и риск. Можем ли мы сегодня представить, что диспетчер аэропорта Донецк будет вести российский борт? Не можем, потому что от Донецкого аэропорта остались руины. Для нас стало нормальным, что полет в Берлин не 2000 рублей и 3 часа из Москвы рейсом Победы, как было раньше, что теперь это сложный перелет с обходом прифронтовой зоны и пересадкой в Стамбуле. Возможно, скоро нам придется мириться и с тем, что сама идея о полете иностранного самолета над Россией станет нонсенсом. Не факт, что прямо после этого крушения, но если нечто подобное повторится, а оно повторится, то так и будет. И все это только потому, что одному старику было скучно жить. Все совершенно однозначно. Экипаж азербайджанского борта – герои. Происходящее вокруг – беда. До завтра.